Всем доброго дня! Сегодня предлагаю приготовить потрясающе вкусный штолен. Аромат и разнообразие вкусов этого штолена – это просто что-то невероятное. Не описать словами. Если вы никогда не пробовали штолен до этого, то я очень вам рекомендую. Он точно станет вашим любимцем. Этот штолен можно приготовить либо на левита мадре закваске, либо на обычной стопроцентной пшеничной закваске. Все ингредиенты для штолена на экране и также будут в описании, и давайте готовить. Для начала с вечера подготовим сухофрукты. Для этого рецепта можно брать либо сухофрукты, либо цукаты, все, что вам нравится по вашему вкусу и предпочтению. Для этого все свои сухофрукты я порезала на небольшие кусочки примерно одинакового размера. И сюда я добавляю 2 чайные ложки экстракта рома и 2 чайные ложки теплой кипяченой воды. Все это хорошенечко перемешиваем. Закрываем пленочкой и оставляем до утра. Они хорошо пропитаются и будут очень вкусными и ароматными. Далее, если у вас есть левита мадре уже готовая, то можете подкормить ее и освежить, и по рецепту понадобится 160 грамм левита мадре. У меня же левита мадре нет, поэтому я буду использовать свою стопроцентную пшеничную закваску. Для этого я ее просто перекормлю в плотный сладкий стартер. Для этого нам понадобится 25 грамм пшеничной закваски стопроцентной. Можно взять либо холодную, либо на пике. Сюда же мы в чашечку добавляем 35 грамм воды, 20 грамм сахара и 80 грамм муки. И все это хорошенечко перемешиваем до образования плотной массы. По консистенции эта масса должна напоминать левита мадре. Масса получается достаточно плотная, ее нужно хорошо вымешивать до тех пор, пока не образуется вот такая однородная масса. Перекладываю ее в банку, закрываю крышкой и оставлю до утра на столе при комнатной температуре для подъема в 2-3 раза. Моя закваска простояла на столе всю ночь. Закваска – это и есть сладкий плотный стартер. Вот так она выглядит утром. Она очень плотная. По консистенции это прям левита мадре. Она хорошо пахнет, напоминает по запаху кулич. В большую миску вливаю молоко, 100 грамм нам понадобится молока комнатной температуры теплое. Сюда же я добавляю 30 грамм сахара и 3 грамма соли. И перекладываю всю нашу закваску. Получается 160 грамм. Немного все это перемешиваю, и нам нужно будет добавить 1 желток. Яйцо нужно брать теплое, комнатной температуры, желток, конечно, тоже будет теплый. И добавляем 1 желток одного яйца. Все это хорошенечко перемешиваем, можно это делать и руками, но я воспользуюсь сегодня миксером. Всю эту массу я перемешиваю на самых низких оборотах миксера. Потом миксер останавливаю и начинаю добавлять муку. Всего по рецепту нам понадобится 175 грамм муки, это белая мука общего назначения. Белок в этой муке у меня 11,7. Добавляю ее частями, потому что так закваска лучше размешивается и распределяется по тесту. Всыпаю оставшуюся последнюю муку, и я поменяла насадки на насадку крюк и продолжаем вымешивать тесто до тех пор, пока мука практически полностью вся не объединится. Как только вы заметили, что тесто начало собираться, мука более-менее увлажнилась, самое время добавить сливочное масло. Сливочного масла по рецепту 75 грамм. Оно должно быть теплое, комнатной температуры. Все сливочное масло я разделила на 6 кусочков. В принципе, вы можете поделить на 5, на 4, как вам удобно. Добавляю кусочек, вымешиваю секунд 20, потом добавляю следующий, вымешиваю снова секунд 20. И так до тех пор, пока полностью все масло не вмешается в тесто. Тесто должно стать очень мягким, нежным, гладким, однородным, и не должны быть видны никакие кусочки масла. Вот такое тесто получается, оно очень мягкое и выглядит несколько жидким даже. И тесто практически готово, осталось ввести только сухофрукты или цукаты. Мои фрукты постояли, они стали очень ароматные и очень хорошие. Там нет никакой лишней жидкости, поэтому я их сразу отправляю в тесто. Если так получилось, что ваши фрукты более влажные, то всю лишнюю влагу нужно слить и фрукты просушить. И снова на самых низких оборотах миксера я ввожу все фрукты в тесто. У меня на этот процесс уходит примерно около минуты, и как только фрукты распределились по тесту равномерно, тесто готово. Оно гладкое, очень мягкое и нежное. Сейчас я лопаткой его немного округлю, для этого я лопатку смочила водой. Немножко округляю свое тесто, накрываю его крышкой. И тесто готово на расстойку. Далее оно будет стоять при температурах, которые вы видите на экране, будет стоять около 5-6 часов. Каждый час мы будем доставать тесто и делать ему растягивание и складывание. Я вам покажу первое растягивание, все остальные показывать не буду, потому что они одинаковые. У меня уже прошел час, тесто отдохнуло и полежало, внешне оно никак не изменилось, оно стало более теплым. Я смачиваю руку водой и делаю ему растягивание, складывание, так же, как мы делаем всегда хлебу на закваске.
Подхватываю край теста, тяну немножко вверх, так, чтобы тесто не порвалось. Поворачиваю чашку, подхватываю снова край, снова тяну вверх и накладываю все это сверху на тесто. Всего это делаю 4 раза с 4 сторон, снова накрываю тесто крышкой и убираю на те же самые температуры на следующий час. Повторю еще раз, что всего мы будем делать 5 растягиваний и складываний. У меня уже прошло 5 часов, наступил вечер, тесто вот так выглядит снизу, там видны начальные признаки брожения, есть пузыри, но внешне оно не сильно поднялось. Присыпаем обильно стол мукой и выкладываем тесто на стол. Тесто это очень мягкое и очень липкое. Оно хорошо отделяется от чашки благодаря наличию масла. Очень ароматное, очень мягкое. Сверху я его снова присыпаю мукой. И далее делим наше тесто пополам. Я воспользуюсь сегодня шпателем, можно сделать ножом, кому как удобно. И каждую половинку теперь разминаем в овал. Все это можно сделать либо просто рукой, потому что штолен не обязательно должен быть идеальным. Он может быть любой формы, такой, какая вам нравится. Или воспользоваться скалкой и раскатать наше тесто в более ровный пласт. В тесте делаем углубление для марципана. Примерно я поделила визуально тесто на 3 части и взяла 1/3 и отделила ее с помощью руки вот таким образом. Сделала углубление, положила туда марципан, который я скатала заранее. Как приготовить, кстати, марципан, можно найти у меня на канале. Очень легкий, простой, базовый рецепт. Ссылочка будет в описании под этим видео. И закрываем марципан тестом. Марципан должен быть закрыт тестом со всех сторон. Всего у меня получилось 2 штолена, они неплохого размера, в длину около 23 сантиметров и в ширину примерно 10. Они еще поднимутся и станут еще больше. Подготовленные штолины накрываем пленочкой и отправляем их снова на расстойку на те же самые температуры еще как минимум на 4 часа. Штолины должны визуально увеличиться в объеме. Сдобное тесто на закваске с большим содержанием масла и яиц обычно поднимается очень долго, поэтому этот рецепт планируйте заранее и начинайте готовить с раннего утра. Отправляем штолины выпекаться, температуры все на экране. У меня штолины простояли 40 минут, они должны быть легкого золотистого цвета, сильно долго их держать не нужно, как только стали золотистыми, можно вынимать. Даем штолинам немного остыть, простояли они у меня минут 20-30, и пока они все еще теплые, но уже не горячие, покрываем их растопленным сливочным маслом. Для смазывания штолинов у меня ушло 30 грамм сливочного масла. Я их смазала один раз, дала маслу впитаться и потом прошлась второй раз со всех сторон. Как только штолины впитали немного масла, сверху присыпаем их обильно сахарной пудрой. Как много присыпать, зависит от вашего вкуса и предпочтений и от того, как долго вы собираетесь их хранить. Чем дольше планируете хранить, тем больше сахара должно быть со всех сторон у штолина, из донышка в том числе. Я же хранить не буду, поэтому я присыпала только сверху и посмотрите на разрез. Штолен режется очень хорошо. У этого штолена самый что ни на есть классический вид, мелкопористая текстура, при этом внутри он совершенно не сухой, очень мягкий, даже немного влажноватый от цукатов, огромное количество вкуса и текстура, ну и, конечно, марципан добавляет свою прелесть. Очень вкусная рождественская выпечка, обязательно попробуйте. Ну и, конечно, как любая выпечка на закваске, этот штолен на закваске остается свежим намного дольше.